Ну что, можно начинать? Пам-пам. Привет, друзья, меня зовут Геннадий, и я профессиональный декоратор, и сегодня вы увидите мастер-класс по нанесению декоративного материала под шелк. Но, скажу вам сразу же, это будет необычное шелковое покрытие, как все уже привыкли видеть на серебре. Сегодня мы будем использовать шелк на золотой базе. Друзья, спешу вас обрадовать, так как наши партнеры Tiziana Deluxe разыгрывают 10 тысяч рублей. Чтобы поучаствовать в этом розыгрыше, всего лишь нужно поставить лайкос под этим видосом, естественно, быть подписанным на мой канал, написать абсолютно любой комментарий, ну кроме, конечно, хейтерского, к этому видео, и быть подписанными на канал наших партнеров Tiziana Deluxe, который я оставлю в описании. 10 тысяч рублей, результаты розыгрыша я оглашу ближе к концу декабря. Ну что ж, друзья, давайте теперь приступать непосредственно к нашему нанесению шелка. И скажу вам сразу же, сегодня будет не просто шелк на золотой базе, но еще и колеровка, как всегда, колеровка в очень интересный современный цвет. Наверняка вы видели вот такие рендеры современные. Этот цвет очень актуален, это такой трендовый цвет последних лет, наряду с серым и графитовым. И я вам скажу сегодня, как доступными методами это все дело заколеровать, чтобы получилось так же красиво. Ну и все, теперь можно приступать непосредственно к нанесению нашего шелка на золотой базе. Будем посмотреть. Погнали! Ну что ж, друзья, взяли мы наш планшетик. Вот такой у нас уже выкрашенный в черный цвет. И сейчас будем приступать к нанесению. Много вопросов очень поступает. Гена, на чем ты наносишь свои образцы для мастер-класса? Друзья, вот эта вот хрень, это мебельный щит размером 800 на 600. Все, этот вопрос решили. Давайте теперь приступать к грунту. По-любому, смотрите, вообще есть разные шелка. Конкретно этот шелк достаточно укрывистый, но все равно по-хорошему под него нужно все-таки закатать поверхность грунтом. В качестве грунта мы используем вот такое покрытие под названием Фонда 1. Это опять же тициановское покрытие. И в принципе оно хорошо наносится, оно достаточно укрывистое и никаких проблем с этим нету. Наносим мы валиком со средним ворсом, наносим в один слой. И думаю, нам этого будет достаточно, чтобы приступить уже к нанесению последующего финишного покрытия, конкретно шелка. Давайте закатывать. Кстати, друзья, нужно понимать, что вот этот цвет, которым я сейчас закатываю, это у нас будет не цвет финишного покрытия. То есть, в принципе, все колера используются те же самые, но так как краска по-другому реагирует на колер, плюс само покрытие у нас на золотой базе подразумевается, то есть у него уже тоже немножко по-другому с колеровкой оно начинает работать, поэтому это такое покрытие условно в цвет, да, то есть мы перекрываем просто вот этот супер жесткий черный цвет, потому что на черный это будет сложно нанести вообще любое покрытие, да, потому что перекрыть черное это всегда сложнее всего. Вообще, конечно, когда дело заходит за шелк, нужно понимать то, что шелк это такое покрытие, которое требует все-таки хорошей подготовки, такой же подготовки, как под окраску. Следует уделить этому хорошее внимание, потому что так как в самом материале весь эффект зависит от перелива света, то учтите, что все косяки, которые у вас есть, и надеюсь, которых у вас не будет, если что, они у вас все на стене вылезут. Будь то царапины, какие-то неровности. Ну, кстати, еще небольшие неровности, в принципе, материал этот скрывает, в том числе за счет той техники нанесения, которую мы будем использовать. Но все царапины, 90% что они вылезут. Так что обратите внимание на хорошую подготовку. То есть у вас должна быть стена финишной шпаклевкой, прошпаклевана, все аккуратненько подшкурено мелкой наждачной бумагой и обеспылено. После этого уже можно наносить краску в цвет. Но еще раз повторюсь, конечно, в цвет это я говорю условно, да, то есть у нас здесь она просто выступает в роли подложки. Ну все, закатываем, что? Закатываем молча. Как всегда напишут мне: Гена, сколько можно разговаривать? А может, я поговорить хочу? Все-таки решила пару роликов записать в старом формате, когда я
разговариваю непосредственно при нанесении. Мне кажется, это интересно. Ну все, заканчиваем наше нанесение краски. Оставляем высыхать ее на 2-3 часа, после чего будем возвращаться и приступать уже к нашему непосредственно шелковому покрытию. И естественно, как всегда, мы поговорим о колеровке. Я подскажу, как же вам сделать простыми способами тот самый трендовый цвет, о котором я говорил в начале. Все, оставляем до высыхания, потому что что-то это у нас еще нифига не трендовый, вообще даже рядом не стоит. 2 часа ждем и следующий слой. Так, краска, кстати, высохла гораздо быстрее, даже чем я думал. Она высохла при комнатной температуре за час уже полностью. Можно наносить на шелк. Шелк у нас вот такой, Tiziana Ceteria. Вы видите, что здесь написано Gold. Буду капитаном очевидность, но это значит, что этот материал на золотой базе. И вот такой у нас красивый цвет. Сейчас мы будем первый слой, просто перетяжка, обычная перетяжка, просто покроем все ровным, четким слоем материала, а дальше уже будет отделочный слой. Для работы с шелком я использую вот такую пластиковую кельму. Вы видите, в принципе, что сам по себе материал, он очень акрылистый. То есть я вот наношу его прям на сдир, и при этом полностью цвет подложки перекрывается. Но, тем не менее, наносить мы его будем в 2 слоя, потому что, как правило, все-таки в 2 слоя получается работа более качественная. Наносить нужно разнонаправленными движениями, просто наносим, расправляем в разные стороны. Ничего особенно сложного в этом нету. Конечно, в моих руках шелк ведет себя гораздо удобнее, чем в том случае, когда вы уже будете наносить его сами. Но это законы жанра. Все кажется просто, да, но на самом-то деле я все-таки 15 лет не зря этому отдал. Поэтому все-таки, хоть техника является такой достаточно базовой, то, все-таки имейте в виду, что за вас материал сам не ляжет. Поработать тоже придется. Вам нужно будет научиться распределять слой, класть правильный слой, чтобы материала было не слишком много, не слишком мало. Нужно, естественно, понимать, как материал ведет себя при том или ином нажатии на него. Но, в принципе, вот ничего сложного. Протяжечка такая у нас получилась. Все, вот такой слой, обычная перетяжка, оставляем его опять же на 2 часа, после чего уже будем приступать к отделочному слою. Цвет, по-моему, просто огонь. Ждем. Так, ну что ж, наше покрытие полностью высохло, прошло 2 часа, теперь можно наносить финишный слой, на котором мы сделаем всю красоту. Друзья, в нанесении финишного слоя есть некоторые хитрости, которые я опять же сейчас вам расскажу. Во-первых, удобнее наносить, конечно же, пластиковой кельмой с закругленными краями, такой как у меня в данном случае. Мы наносим примерно отрезок где-то 30 на 30 сантиметров. Наносим его на сдир, после чего мы вытираем лишний материал с нашего инструмента. Вот такой отрезок нанесли, вытираем лишний материал, убираем, и после этого можно нанесенный материал уже закруглять. Такое как бы движение восьмеркой я делаю, то есть я делаю его в одну сторону, в другую, и работаю больше от плеча, чем кручу кистью. И в принципе вы должны уже по рисунку смотреть и сами регулировать, то есть где-то больше закрутили в одну сторону, где-то больше в другую, где-то добавили, и у вас должен получаться такой интересный хаотичный рисунок. Нанесли, добавляем еще материала и продолжаем нанесение, все в том же духе. На сдире я наношу, чуть-чуть заползаю на предыдущий слой с нахлестом, чтобы у меня шло. И вот таким образом, после нанесения сразу же начинаю закручивать. Если у вас кельма начинает прилипать, во-первых, пластик значительно меньше прилипает, чем
Он, собственно говоря, и лучше, опять же, чем инструмента из нержавеющей стали в данной технике. А во-вторых, если вдруг он начинает прилипать, я всегда использую в этой работе вот такую или влажную салфетку, или в данном случае у меня кухонные полотенца, я их намочил. Вытираю лишний материал с кельмы и продолжаю это все дело подкручивать. И тогда уже ничего не прилипает. Прилипает в основном, друзья, из-за того, что слишком много материала. Поэтому вам нужно научиться распределять правильное количество материала без переизбытка. Тогда у вас все отлично будет скользить по поверхности. Следует учесть тоже, что вот много раз в одно и то же место не возвращайтесь. Вот сделали, все, забыли, двигаемся дальше. А если же вы все-таки решите много раз возвращаться в одно место, то знайте, что, во-первых, вы не сделаете так лучше рисунок, чем был. Это иллюзия. А во-вторых, просто у вас рисунок станет более мелким, потому что вы много трете по одному и тому же. А тут нужно работать, так сказать, сделал, забыл. Вот опять нанес я с нахлестом. Вот так прям я туда утюгом этим заползаю, да, то есть на предыдущее место нанесения. Таким образом у меня получается аккуратный, незаметный стык. Как-нибудь я покажу вам эту работу в новом формате на большом объеме. Ну, в принципе, я думаю, с этим нанесением и так все достаточно понятно. Нанесение простое. Главное, правильный инструмент и аккуратность. Ну и все, заканчиваем мы. Получается, мы сделали это в 3 приема, что ли, или в 4. Протягиваю на все те места, где еще не успел доложить, на здесь. Я работаю быстро, поэтому учтите, может быть, если вы делаете в первый раз, то вам такое количество нанесения не освоить. Возьмите кусочек поменьше, нанесли, закрутили, а потом уже двигайтесь дальше. Потому что материал все-таки, в данном случае мы работаем достаточно тонким слоем, что позволяет нам сделать прекрасный расход. То есть при таком нанесении квадратов, по идее, на 8 у вас килограмма материала хватит, что достаточно бюджетно. Вот если где-то, допустим, вам стык не нравится, можно прямо взять на кельму, чуть-чуть по стыку добавить и увести туда его на сухое. В общем-то вот, блин, цвет, конечно, цвет просто бомба, пушка, гонка. Ждем высыхания. Снимаю скотч по сырому, показываю вам, как это смотрится уже под разными углами и разным освещением. Мне кажется, получилось круто. Ну что ж, друзья, вот такое классное покрытие на золотой базе у нас получилось. Давайте теперь поговорим о колеровке, как и обещал. Чтобы сделать этот трендовый синий-зеленый цвет, я использовал 2 колера. Они также идут из линейки Tiziano Deluxe, называется Tiziano Mix. Один из них называется серо-голубой, а второй колер мятный. И чтобы сделать вам четкие пропорции, я отмерял эти колера крышечками. То есть снимаешь крышку с колера, добавляешь туда тот же самый колер под завязку, и это у нас одна крышка. То есть на килограмм материала с Eteria Gold, на финишную отделку, который у нас шел, собственно говоря, это наш шелк и есть, я добавил 3 полных крышки серо-голубого колера Tiziano Mix и 2 полных крышки мятного колера Tiziano Mix. И получился такой классный синий-зеленый трендовый цвет. То же самое я сделал с грунтовкой фонда 1, но понятно, что краска по-другому воспринимает колер, ну, при этом и ведро само краски побольше, тут, по-моему, 2,7, я уже не помню точно, 2,5, да, краски. И сюда я добавил те же пропорции, только в 2 раза больше, то есть 4 мятного колера и 6 серо-голубого. Собственно говоря, вот что и получилось, потому что много очень задаются вопросов: Гена, сделайте ролик про колеровку. Вообще, если поискать, у меня есть такие ролики, но на самом деле
чтобы объяснить всю колеровку, нужен просто огромный опыт, и это сложно уместить в какой-то ролик, потому что даже на вот таком предметном разборе, да, казалось бы, колера одни и те же, но материалы-то разные, и колеровка поэтому получается абсолютно другая. Я вам сейчас покажу пробный выкрас, где вы можете сравнить. То есть, по сути, добавление колера там примерно одно и то же, но по факту мы видим из-за того, что покрытия разные, два абсолютно разных цвета. Но слава богу, что финишное покрытие здесь очень укрывистое, поэтому даже вот такое непопадание в цвет, оно с лихвой перекрывает. Вы можете посмотреть, да, здесь при условии одного и того же колера, вот этот цвет подложки, вот этот цвет финишного покрытия. С вами был, как всегда, я, Геннадий Продекор. Увидимся в следующем выпуске. Творческих вам успехов и хорошего настроения. Все, пока. Пока.